Амазонка. Величественная река. Самая полноводная на Земле. Протекает она по Южной Америке. В бассейне реки раскинулся и самый большой в мире влажный тропический лес. Температура воздуха круглый год находится в диапазоне от плюс 25 до плюс 28 градусов. И даже ночью не опускается ниже плюс 20. К тому же здесь очень часто идут настоящие тропические дожди. Такой климат способствует появлению огромного количества уникальных видов растений и животных. Здесь обитает самая удивительная змея на планете – анаконда. Она огромна. Из-за своего массивного тела она почти все время проводит в воде. Иногда анаконда выползает на берег, чтобы погреться на солнышке. Бывает, что она даже забирается на нижние ветви деревьев. Одним из любимых лакомств анаконды является капибара, самый крупный грызун на планете. Размером он может достигать более метра в длину и весом под 60 килограммов. Одна такая особь надолго утолит голод анаконды. Обычно змея охотится из засады, но уж больно лакомые кусочки пасутся неподалеку. Она не спеша подкрадывается к ним, стараясь не шуметь, чтобы не спугнуть. Быстрая атака, и капибара в цепких объятиях анаконды. Змея обвивается вокруг жертвы и сильно сдавливает ее. Настолько, что животное не может дышать и умирает от удушья. Затем змея начинает заглатывать грызуна целиком. Проглотив жертву, анаконде нужно какое-то время спокойно полежать, чтобы переварить пищу. В такие моменты выглядят они особо огромными. Но не всегда им удается спокойно переварить пищу. Вездесущие люди могут помешать этому событию. Например, эта анаконда съела нечто настолько большое, что ее тело раздулось, и она даже не смогла занырнуть в глубину, чтобы спрятаться от рыбаков. Люди, естественно, этим воспользовались и даже потаскали ее за хвост. Видно, что анаконда имеет невероятные размеры. Измерить ее, конечно же, не удалось, но змея очень большая. Ну а вот эту анаконду измерить удалось. Она была необычайно огромна и сильна. 4 взрослых мужчин с трудом смогли вытащить ее на берег. Там они ее измерили, и результаты поражают. «5 метров 70 сантиметров». Это всего лишь страшилки в кино, но что-то подобное действительно существует. Плотоядные растения, способные съесть насекомое или даже мышку, действительно существуют. Почему растения вдруг начали питаться насекомыми и мелкими млекопитающими?
Есть версия, что в тех местах, где они обитают, в почве недостаточно минеральных веществ, и некоторые растения научились компенсировать их недостаток таким удивительным способом. Как и у обычных растений, у плотоядных также имеется нектар. Только первые используют нектар для того, чтобы насекомые опыляли их, а вторые используют его в качестве приманки. Эти кувшинные растения приманивают насекомых яркой раскраской и приятным ароматом. Обращенные вниз волоски не дают насекомому закрепиться. Одурманенные нектаром, они соскальзывают. Затем растворяются в соке, и этот бульон растение впитывает в себя. В тропиках растут непентесы. Это большие растения, способные проглотить даже мышку. Она утонет, а ее плоть медленно растворится. Но, пожалуй, самое зловещее растение – это венерина-мухоловка. Похожа она на зубастую пасть. Стоит насекомому попасть в нее, как она захлопывается. Затем в течение примерно недели жертва переваривается, а ловушка снова открывается в ожидании новых гостей. В тропических лесах живет удивительное существо, называемое анихофором или бархатным червем. С виду довольно милый червячок, но на самом деле это жуткий маньяк, вооруженный необычным оружием. Он почти слеп и ориентируется по звуку и колебанию воздуха. Усики – это его антенны. Благодаря своим мягким ножкам передвигается он бесшумно, и жертва не слышит, как он приближается. Анихофор слышит передвижение жучка и расчехляет свое оружие. Два пистолета, стреляющие клейкой нитью на расстоянии до полуметра. Эта слизь, попадая на жертву, быстро застывает. Она никак не вредит жертве, а лишь обездвиживает ее. У анихофора во рту есть разделочный нож, с помощью которого он вскроет этого жука, впрыснет слюну, содержащую специальные ферменты, превращающие внутренности в бульон, а затем высосет все до капли. Жук в западне, он не может убежать или дать бой червю. Он все чувствует, и ему приходится лишь смирившись ждать своей неминуемой гибели. Бархатные черви очень медленные, но они могут поймать такую быструю жертву, как таракан. Таракан быстро передвигается по засохшим листьям. Хищник уже приготовился стрелять, как вдруг таракан, будто почуяв опасность, замирает. Но один усик предательски выпрямляется. Реакция червя последовала незамедлительно. Осталось только доползти и спокойно выпить все соки таракана. Очень удобно, даже драться не приходится. Бархатные черви – это древние существа, живущие еще со времен динозавров. В длину они вырастают до 20 сантиметров, имеют множество пар ног. Их передвижение мягкое и бесшумное. На каждой ножке имеется коготь, позволяющий анихофоре передвигаться даже по вертикальным поверхностям. В непроходимых амазонских джунглях Венесуэлы живет самый большой паук в мире.
Про этого гиганта рассказывают много мифов и легенд. Он настолько большой, что с трудом уместился бы на вашей ладони. Его вес достигает 170 грамм, а размах лап 30 сантиметров. Его размеры позволяют охотиться ему на мышей, лягушек, ящериц, и даже птиц. Его маленькие глазки не позволяют ему видеть все вокруг, поэтому он полагается на более острое чувство – осязание. Его тонкие волоски, расположенные по всему телу, реагируют на малейшие колебания. Атакуя, он впрыскивает яд, который разъедает внутренности жертвы. Затем он высасывает из нее этот бульон. Яд паука не сильный и для человека не опасен, но укус может доставить неприятные ощущения. Амазонка полна опасностей, и у птицееда хватает врагов. Паук столкнулся 1 на 1 с насухой. Он встает на задние лапы, предупреждая об опасности, но насуха не испугалась. Тогда паук применяет свое второе оружие. Он трет лапками по телу, а на конце его брюшка находятся тысячи мелких волосков, которые поднимаются в воздух. Каждый такой волосок имеет колючки. Попадая в глаза, нос и на шерсть, они раздражают животное, вызывая зуд, и насухе приходится отступить. В джунглях Южной Америки полно всяких хищников. Именно на этой территории раскинулась легендарная река Амазонка. Но даже при всем многообразии монстров, обитающих здесь, царем зверей является ягуар. Это огромный зверь с самыми мощными челюстями среди всех кошачьих. По размерам он уступает только тигру и льву. Но здесь они не водятся, поэтому он здесь король. Ягуар отлично плавает и даже может нырять, проводя под водой до 30 секунд. Благодаря своим водным навыкам этот хищник может охотиться на другого монстра этих мест – каймана. Кайманы – древние высшие хищники, которые в процессе эволюции практически никак не изменились. 2 метра ярости и злости. Он наводит страху практически на всех обитателей этих мест. Их толстая кожа защищена панцирем из костных пластин. Его боятся и остерегаются все, но только не ягуары. Осторожно подкрадываясь к ничего не подозревающей рептилии, ягуар совершает атаку. Эти кадры были сняты в бразильском Пантанале и стали настоящей сенсацией в интернете. Но что удивляет еще больше, так это то, что ягуары способны атаковать кайманов на их территории, в воде. Своими мощными челюстями ягуар хватает каймана за его слабое место, верхнюю часть черепа, и рептилия теперь никак не сможет выбраться. А этот ягуар продемонстрировал еще более эпичную атаку. Он набросился на каймана прямо с обрыва.
Но в этих местах имеется еще один хищник, возможно, даже более ужасный, чем кайман. Это анаконда, самая массивная змея на Земле. Питоны длиннее, но анаконда толще и тяжелее, и из-за этого выглядит более устрашающей. Из-за своей массы она не так много времени проводит на суше, в основном обитая в реках и болотистых местах. Как и ягуару, анаконде также не составит труда победить каймана. Но что будет, если два самых мощных существа этих мест сойдутся в поединке? Однажды такую битву удалось снять на видео. Огромная анаконда пытается спастись в воде от атак черного ягуара. Ей это почти удается, но ягуар в последний момент хватает ее за хвост и тащит на берег. Кошке приходится нелегко, так как анаконда может весить до 70 килограмм. К тому же она сопротивляется. В итоге змее удается ускользнуть, и теперь она находится в своей стихии. Ягуару нужно бы отступить, так как в воде шансы на победу у анаконды значительно повышаются. Там она гораздо проворнее. Но ягуар не из трусливых. Кажется, что кошка совершила большую ошибку, ведь анаконда уже начала обвиваться вокруг морды хищника. Однако каким-то чудом черный ягуар сумел выбраться, а затем все же вытащил змею на суше и одержал победу. В этом тропическом лесу Южной Америки полно хищников на всех этажах. На земле царствуют ягуары. В воде анаконды и крокодилы. Казалось бы, эти обезьяны должны чувствовать себя в безопасности, прячась на ветках высоких деревьев. Но и здесь нет спасения. Это владение гигантской птицы. Южноамериканский орел-гарпия контролирует верхний этаж. Это птенец южноамериканской гарпии. И он, будто сказочная принцесса в башне, заточен на вершине одного из самых высоких деревьев в лесу. Все потому, что он еще не может летать, а его мать не появлялась уже неделю. Птенец очень голоден. А вот и его мама. Глазами хищника она наблюдает за жертвой. Она ждет удачного момента, чтобы совершить атаку. И вот момент настал. Обезьяна поймана, и гарпия направляется в свое гнездо. В это время птенец, изнемогая от голода, видит свое любимое лакомство прямо под боком. Вот он, ленивец. Он не спеша двигается, как будто дразня малыша. Птенец предпринимает попытки взлететь. Ничего не выходит, и птенец успокаивается. Ему ничего не остается, как только ждать. Как вдруг... Это же мама, и она с добычей. Птенец наконец-то поест. Южноамериканская гарпия – это огромная птица с размахом крыльев в 2 метра. У нее огромные когти, самые большие из всех орлов, сопоставимые с когтями медведя-гризли. Хищник способен утащить вес, равный весу самой птицы. Мама ухаживает за своим птенцом почти 2 года. Около года птенцу нужно на то, чтобы вырасти и научиться летать. Еще год уйдет на то, чтобы совершенствовать свои навыки в охоте. Почти 2 года птенцы южноамериканской гарпии находятся на попечении родителей, которые все это время его кормят.
тропических джунглях Африки обитает, пожалуй, самая необыкновенная из всех ядовитых змей – габонская гадюка. Для змей она очень толстая и тяжелая. У нее треугольная голова с огромными клыками в пасти. Они настолько большие, что просто не умещаются во рту, и змее приходится подгибать их. Но главная странность этой змеи – это способ ее передвижения. Она двигается по прямой, как паровозик, и скорость такого передвижения очень низкая. Чтобы поймать жертву, габонской гадюке приходится затаиться и ждать. Порой она часами может находиться без движения. Ее камуфляжная раскраска делает ее практически невидимой на фоне опавших листьев. Несмотря на свою медлительность, атакует она молниеносно. Но одним грызуном не наешься, нужна добыча покрупнее. Эти птицы гораздо больше. Нужно лишь дождаться, когда они подойдут поближе, а ждать гадюка умеет. Удар нанесен, и яд уже начинает свою работу. Змея не спешит и лишь разминает челюсть в предвкушении предстоящего обеда. Когда все кончено, змея оттаскивает тушу в безопасное место, чтобы проглотить ее. В малайском влажном лесу обитают, пожалуй, самые странные насекомые на нашей планете. Диапсидная муха. У нас ее называют стебельчатоглазая муха. Этот малыш только что появился на свет. Он еще не похож на своих родителей, и поэтому ему нужно кое-что сделать. Муха начинает заглатывать воздух, который, проходя через голову, начинает надувать внутреннюю полость перед глазами. Глаза расходятся в стороны, и расстояние между глазами может превышать длину тела насекомого. Причем происходит это довольно быстро. Всего около 15 минут занимает весь процесс. Через несколько часов все затвердеет, и наш красавец готов. Девочки от таких глаз в восторге. К тому же, такое расположение глаз обеспечивает очень хороший обзор. Муха может видеть, что происходит сзади. Теперь самец готов сразить своим обаянием самочек. Он отправляется в полет. Но делает он это по понятным причинам неуклюже. Затем самцы меряются своими роскошными глазами, и у кого они длиннее, тот и победил. Но если их размеры одинаковые, то выяснить достойного придется в битве. Они бьют друг друга лапками и могут довольно долго для насекомых этим заниматься. Проигравший уходит, и все достается победителю. В тропических джунглях существует сила, с которой должны считаться абсолютно все. Это многомиллионная армия кочевых муравьев.
У муравьев есть мощные челюсти, которые называют мандибулы. Это их главное оружие. Когда движется такая колония муравьев, лучше как можно быстрее бежать с ее пути. Они проверят каждый участок леса в поисках пищи. Если убежать не успел, замри и не двигайся. Муравьи слепы и реагируют на движение. Пока животное не двигается, оно в безопасности. Богомол тоже замер, но он совершил ошибку. Малейшее подергивание, и через мгновение армия муравьев уже разделывает насекомые на части. Огромные мандибулы муравьев в этом деле незаменимы. И чем больше жертва, тем больше муравьев нападают на нее, не оставляя ни единого шанса на выживание. Казалось бы, этот краб надежно защищен крепкой броней. Все больше и больше муравьев атакуют его. Некоторые даже погибают в его клешнях. Муравьи исследуют его тело в поисках незащищенных мест, и они их обязательно найдут. В суставах есть небольшие щели, не защищенные броней. Именно на них будет нацелена атака. Муравьи разрывают суставы, постепенно увеличивая щель и отрывая конечности. Те, что поменьше, могут даже залезть внутрь и вырывать мягкие куски изнутри. Этот слизень был замечен на дереве муравьем-разведчиком. И уже через минуту прибежали другие муравьи на подмогу. Слизень воспользовался первым правилом – бежать. Но он не учел, что на земле муравьев еще больше. Заметив движение, армия бросилась в атаку. Через мгновение он был весь покрыт муравьями. Муравьи кусают его, но у слизня есть секретный способ защиты. Он весь покрыт липкой ядовитой слизью. Укусив его лишь раз, муравей прочно застревает в слизи и вскоре погибает. Однако, быстро поняв, в чем дело, муравьи начинают применять удивительную тактику. Один за другим они приносят кусочки земли и помещают ее на слизня. Земля впитывает слизь, как промокашка. Вскоре слизняк будет весь покрыт грязью, его защитный механизм будет нейтрализован, и муравьи растащат его по кусочкам. На этом канале будут выходить короткие интересные ролики про животных. Если нравится подобный контент, подпишитесь и обязательно посмотрите другие ролики. Все они очень интересны.